Всем привет! Вы на канале Family Trip, семейные путешествия. И сегодня мы приглашаем вас отправиться вместе с нами в небольшое путешествие в Берлин. Мы, как всегда, погуляем по городу, посетим интересные нам достопримечательности, заглянем в сувенирные магазинчики, попробуем что-нибудь вкусненькое и постараемся передать вам атмосферу города. Надеемся, видео вам понравится и будет полезным. Будем рады вашим лайкам и комментариям. И обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. Там вы можете посмотреть много интересных и разнообразных видео о разных городах и странах. А еще присоединяйтесь к нам в соцсетях. Там мы выкладываем много фото в актуальном времени и всегда рады общению. Ну что, давайте уже скорее отправимся в Берлин. Поехали! Сегодня мы едем в Берлин. Едем на один день. У нас есть некоторые дела в Берлине. Едем мы сегодня вдвоем с Сережей. Берлин нас встречает дождем и пробками. Сейчас времени почти 10 часов. Народ едет на работу, и мы стоим в пробке. Стоим в пробке на подъезде к Берлину. Припарковались мы в торговом центре Mall of Berlin. Там есть большая подземная парковка стоимостью 21 евро в сутки. Мы зашли в Mall of Berlin. И здесь разные магазины, разные бренды. Но главное, что здесь есть парковка. Парковка стоит час 3 евро 10 центов. Так как мы на машине, для нас это важно. И парковка в центре. Сейчас все украшено пасхальным, потому что мы приехали буквально перед Пасхой. Следующие выходные будет Пасха. И мы зашли вот в этот молл. Немножко здесь прогуляемся, потому что у нас деловая встреча в Берлине. И мы немножечко гуляем сначала здесь, делаем дела, а потом будем показывать уже город вам. На улице плюс 11 градусов, но, кстати, довольно комфортно и приятно. И вот мы дошли до Бранденбургских ворот, но мы их покажем вам немножечко попозже, потому что, как мне кажется, надо их снимать с другой стороны. А сейчас мы свой путь держим к Рейхстагу, и вот он тоже тут из-за деревьев показался. Кстати, посмотрите, сегодня 21 марта, и довольно мало еще листочков. Практически все деревья еще стоят без листвы. И цветов, кстати, тоже мало в городе Клумб. Может быть, мы не дошли. Я думаю, что на Александрплац должны быть они. И, конечно же, находясь здесь, в центре Берлина, я не могу хотя бы пару слов не сказать об этом городе. Берлин – это столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза. Население Берлина на 2022 год составляло 3 миллиона 677 тысяч 472 человека. Город разделен на 12 округов и 96 районов. Основан был в 1237 году. Сегодня Берлин является мировым культурным и туристическим центром, а также крупным европейским транспортным узлом. В Берлине находится более 2500 скверов, парков и мест для отдыха. Парки, леса, реки, озера и каналы занимают около 30% городской площади. Также в городе расположено множество театров, музеев и много-много всего интересного. Так что приезжайте в Берлин, чтобы посмотреть своими глазами. И смотрите, перед нами здание Рейхстага. И там чудесный вот этот удивительный купол. Я давно туда мечтаю попасть, и в этот раз опять нам не повезло. И я вот, знаете, смотрела перед поездкой разных блогеров, и почему-то все говорят, опять нам не повезло, опять не повезло. И вы знаете что? Я вчера, правда, вечером заглянула на сайт, где можно сделать онлайн-регистрацию, и там ближайшая дата посещения была 6 апреля, а сегодня 21 марта. Вот смотрите, как обидно. Ну, впрочем, когда планируешь заранее, то, наверное, попасть можно там за несколько недель. Возможно, сейчас какие-то проходят мероприятия, потому что вообще вот центр, он перекрыт. И стоит везде полиция. Так что, возможно, какие-то мероприятия, возможно, посвященные Пасхе или чему-нибудь еще. И вот, как я уже говорила, что, возможно, то, что сегодня начинается астрономическая весна. Вот, в Германии, в Чехии, кстати, тоже 21 марта. Вот так. Зато, когда перекрыто, можно классно фотографироваться с этим чудесным светофором. И смотрите, как красиво сейчас в лужах отражаются как раз-таки Бранденбургские ворота. Вот так. И играет музыка. Уличные музыканты играют на скрипке. Здорово. Мы здесь по этому как раз скверу, парку шли в прошлый раз, ходили, гуляли, была осень, была такая вот прям красивая осенняя желтая листва.
Но сейчас тоже очень приятно, несмотря на то, что еще листочков совсем практически нету. Атмосфера отличная. Очень приятно гулять и наслаждаться прекрасным весенним Берлином. Мне город очень нравится. И вот, смотрите, Рейхстаг как раз с лицевой стороны, со стороны входа. И вот здесь стоит народ, который, видимо, зарезервировал время осмотра как раз Рейхстага. Рейхстаг – это один из символов Берлина и всей Германии. Изначально так назывался парламент, на смену которому пришел Бундестаг, а имя закрепилось за построенным специально для него зданием. Оно было заложено в 1884 году по распоряжению кайзера Вильгельма I. Работы продолжались 10 лет. Здание использовалось по прямому назначению вплоть до пожара 1933 года, после которого заседания парламента переехали в Кроль-оперу. А в 1949 году новую тогда столицу ФРГ, город Бонн. Вернулся парламент, восстановленный Рейхстаг, только в 90-е годы прошлого века, когда столицей вновь стал Берлин. После глобальной реставрации, завершившейся в 1999 году, здание приобрело уникальную деталь – стеклянный купол, спроектированный британским архитектором Норманом Фостером. А еще Бундестаг, заседающий в Рейхстаге, считается самым посещаемым парламентом в мире. Очень красиво развивается немецкий флаг. Вообще мне нравится, флаг красивый. И здесь вот такая атмосфера. Ну, правда, что-то реставрируют. Вот, кстати, там, вдалеке, в тучах, находится и располагается железнодорожный вокзал Берлина, один из вокзалов. И здесь небольшой парк перед Рейхстагом. И смотрите, какое сегодня небо. Сегодня, конечно, удивительная погода. Сегодня и солнце светит, и тучи, и небольшой дождик моросил. Хотя мы, когда подъезжали к Берлину утром, был сильный-сильный ливень. И мы уже думали, ну вот, погуляли. Видимо, придется ходить по музеям, либо по магазинам. Сейчас мы идем к Бранденбургским воротам и будем уже искать место, где бы нам покушать, потому что мы уже проголодались. И я думаю, что покажем вам что-нибудь интересное из немецкой кухни. Ну что ж, посмотрели на Рейхстаг, в очередной раз посмотрели и не посетили. Ну что ж, я надеюсь, что будет повод вернуться с детьми, потому что я бы хотела, конечно, детям показать Рейхстаг, и не только Рейхстаг, хотя в Берлине были уже они несколько раз. Так, ну что ж, прямо перед нами Бранденбургские ворота. Но мы решили сначала пройти и посмотреть мемориал жертвам Холокоста. Он находится буквально в 2 шагах от Бранденбургских ворот. А потом снова сюда вернемся и уже пройдем через ворота и будем гулять по Берлину дальше. Друзья, мы с вами пришли в одно очень печальное место. И смотрите, как сгустились тучи. Перед вами мемориал жертвам Холокоста. И мы проезжали на туристическом автобусе в прошлый наш визит в Берлин. И сейчас мы решили тут пройти. Мемориал жертвам Холокоста установлен в самом центре Берлина, в память о евреях-жертвах нацизма. Мемориал занимает целый квартал, и место было выбрано совсем не случайно. Дело в том, что здесь когда-то стояли здания, принадлежащие Йозефу Геббельсу, одному из самых влиятельных и безжалостных нацистских преступников. Мемориал открылся в 2005 году и представляет собой огромный лабиринт из 2711 бетонных блоков. А еще я вычитала один любопытный факт. Этот мемориал вызвал общественную полемику, потому что при его сооружении использовались краски с защитой от граффити, использованные фирмой Дегуса. А эта фирма в период нацизма была пособником геноцида. Она производила отравляющий газ циклон Б, который применялся в лагерях смерти. И здесь сделаны проходы так, чтобы ты только мог пройти один. И вот эти вот бетонные плиты, кубы, они увеличиваются в размере. Ты идешь выше и выше, чтобы создавалось впечатление, что ты идешь один и, в общем, очень такое тяжелое создается впечатление. Но скажу вам так, пока идешь и пока они невысокие, этого ощущения не создается. Ну, то есть это должно такое создаваться впечатление. Поэтому мы сейчас чуть-чуть пройдемся, еще посмотрим. Конечно, мы везде тут ходить долго не будем, потому что уже начинается дождь. И вот это выглядит так. И вот смотрите, как здесь вот эти плиты увеличиваются в высоте, и такое достаточно унылое и тяжелое создается впечатление. Ну, то есть это сделано специально для того, чтобы прочувствовать, понять вот эту всю тяжесть и безысходность, наверное. Вот так. И когда у тебя туннель в одну сторону, в другую,
и в третью. Ну, здесь короткий туннель, здесь не так ощущается, ну вот, как-то так. Но это история, и история очень тяжелая, надо не забывать, безусловно, о истории и о тех вещах, которые творились. Я камеру держу как раз сейчас на уровне моих глаз, чтобы лучше передать вот то ощущение высоты этих бетонных плит. И они все разные по высоте. То есть вот есть более высокие, более низкие. И здесь не совсем ровная дорога такая, она немножечко холмы такие. Вот, смотрите. Итак, мы прошлись немножечко по мемориалу жертвам Холокоста. И сейчас свой путь держим к Бранденбургским воротам. И сейчас уже, я думаю, будем скоро искать место, где нам пообедать. Ну что ж, прямо перед нами Бранденбургские ворота. Это символ как объединения, так и разделения Берлина. Бранденбургские ворота – это единственные сохранившиеся из 18 бывших городских ворот и главный символ города. Бранденбургские ворота были возведены по приказу немецкого короля Фридриха Вильгельма II в 1791 году. По первоначальной задумке они должны были стать символом мира. Отсюда их второе название – «Врата мира». Согласно этой концепции, главное украшение ворот являлась бронзовая фигура древнегреческой богини мира Ирены, едущей на античной колеснице, запряженной лошадьми. Эта скульптурная композиция так пришлась по душе Наполеону Бонапарту, что после завоевания Берлина в 1806 году он увез ее с собой в Париж, но через 8 лет она была отвоевана и заняла свое прежнее место. Правда, с тех пор в руках вместо оливовой ветви она держит крест и именуется богиней Победы Викторией. Позже врата стали олицетворением абсолютной власти нацистской партии в Германии. А уже позднее, в 1961 году, было начато строительство Берлинской стены. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ туда имели только восточно-германские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии. Но 9 ноября 1989 года, сразу после падения Берлинской стены, тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. А в ночь со 2 на 3 октября 1990 года здесь официально праздновали объединение Германии, и символ раздела страны стал символом воссоединения. И вот сейчас прямо над нами Бранденбургские ворота. И мы проходим в Восточный Берлин. Вот так. Так сейчас здесь, на Парижской площади. Вот они, Бранденбургские ворота с лицевой стороны, потому что я считаю, что с лицевой стороны, так как колесница смотрит в эту сторону, и на улице начался дождь. Набежали тучи, так что нам срочно надо бежать и искать, где бы нам перекусить. Кстати, вот смотрите, развиваются флаги разных стран. Вот прям рядом здесь французский флаг, потому что это французское посольство, и площадь называется, по-моему, Паризиан. Да, Паризиан плац, то есть французская площадь. Здесь же американский флаг, американское посольство, где-то рядышком, по-моему, как раз оно, может быть, здесь и есть. Вот она, телебашня, берлинская телебашня. Так, ну что, решил вот прокатиться на такой вот непонятной штуковине? Нет, не зашло? Столько не пьешь. А там, кстати, нету, ничего не наливают. Так что и вообще неинтересный транспорт. Вообще нет смысла, вообще, да. Так, ну что ж, пошли. Где-нибудь поедим. В прошлый раз, когда мы были в Берлине с детьми осенью, была отличная солнечная погода и было очень красиво. Если не видели наше видео о Берлине осеннее, обязательно посмотрите. Оно было еще практически в начале создания нашего канала, поэтому поддержите, ребята. Мне будет очень приятно, нам будет очень приятно, если вы посмотрите, поддержите, поставите лайк и напишите комментарий. Возможно, оно немножечко подрастет в просмотрах. Весна в Берлине. Ну что ж, пройдемся по одной из главных улиц Берлина. Улица называется... Сейчас я вам это выговорю. Так, улица называется Unter den Linden. Во, выговорила. То есть под липами, насколько я знаю, переводится. И действительно, мы были здесь в июне, в конце, наверное, июня, и цвела липа. И это был такой аромат, вы даже себе не представляете, насколько было здесь замечательно. Так, вот,
остались позади Бранденбургские ворота. И, в принципе, здесь все очень классно. Пешей доступности, очень удобно все расположено. И центр посмотреть можно за один день. У нас, кстати, как раз-таки в этот раз всего лишь один день на Берлин. Но так как мы составили уже маршрутик, что мы хотим посмотреть, что мы видели и что не видели, что хотим показать вам в этот раз. И мы в этот раз без детей, поэтому, конечно, наше передвижение в этот раз намного быстрее. О, смотрите, какие сувениры классные. Сейчас, наверное, мы туда зайдем и посмотрим, что там всякие футболки разные, классные чашки. А по ценникам здесь, к сожалению, не видно. Но сейчас зайдем вовнутрь. Вот чашечки, я люблю такие как раз. Такие всякие разные сувениры. Обожаю сувениры смотреть. Ой, можно монетку сделать памятную. И всякие перчаточки, шапочки и так далее. Так, Сережа, мне кажется, уже туда зашел. Брелочки стоят 7 евро и 12 евро 2. Так, мы тут выбираем чашечку себе. Мы любим чашечки привозить из разных городов. Вот такая Сереже понравилась. Симпатичная. А сколько стоит? Стоит 13 евро. Ну, нам белая как-то больше понравилась. Черная у нас тоже есть. Есть маленькие под кофе. А вот и смотрите, кусочки Берлинской стены. Стоят 13 евро. А маленький кусочек, вот самый маленький, стоит 7,99. Вот так вот. В общем, если есть желание, можно такой себе привезти. И, конечно же, символ Берлина, медведь. И вот мы Лизе выбрали вот такого мишку, привезем. Она уже его ждет дома. Бранденбургские ворота и вот такие всякие штучки. Слушайте, сувениров очень много. Такие разнообразные, классные сувениры. Вот кто любит кружки пивные, смотрите, классные. По 15 евро такие кружечки. Очень много классных вещей. О, и смотрите, целая стена магнитов. Просто вообще море магнитов. Идем посмотрим, какие магнитики. Мы собираем магнитики. Правда, у нас уже полная доска магнитная. И у нас есть уже магниты с Берлином. Но я ищу определенный магнит, который я хочу. О, кстати, вот этот классный. Смотрите, как здорово. Какие модные кружки с Берлином. Я такие первый раз вижу вообще туристические вот эти вот сувенирные чашки. Вот такие обычно всегда вот, ну вот скажем, вот то, что внизу. И тут такие прям огонь. А Сереже понравилась вот такая кружечка. И мы такое себе купим. А здесь уголок Рождества и Нового года. Для тех, кто скучает и грустит по Рождеству и Новому году, здесь вот можно купить себе новогодние какие-нибудь игрушечки. Вот такой, например, круассанчик. Так, ну что ж, наверное, мы купим и пойдем уже искать, где бы нам поесть. Потому что я смотрю на вот такой вот игрушечный круассан и готова его прямо сейчас так съесть. Так, ну что еще? Что ты еще присмотрел интересненькое? Такой термосик. Но он не очень удобный. Так, еще взяли вот такую коробочку Владику с конфетами. И вот такую сумочку. Вот, за 5 евро взяли. Бесплатно у них не было. Ну, в общем, идем дальше гулять. Вот по Берлину. Ой, там, кстати, просветлело. Классно. Послеобеденное чтение. Послеобеденное чтение. На самом деле мы пришли в ресторан прямо на улице Унтер-ден-Линден. Вот такой ресторан. И меню сделано вот очень оригинально в виде газеты. Вот такой ресторан, такая атмосфера. Сейчас будем что-нибудь заказывать. Начинаем дегустацию немецкого пива. Да, наконец-то мы сели в ресторанчике. Мы находились, устали. Ходили. Ну что, за путешествие, как всегда. Так, там сзади тебя как раз такой чудесный зайчик, тоже в синей футболочке. А ну что ж, ребятки, пришло время повеселиться. Я заказала вот такой вот набор. Называется Шарлоттенбургский какой-то набор колбасок, сосисок. Вот 3 вида у меня сосиски с пюрешечкой, с капусткой. А у Сережи, посмотрите, что у Сережи. У него повеселее. Причем он что-то думал заказать себе совсем другое. Да. А тут оказалось целое просто колено. Рулька. И рулька вареная, да. То есть там была... Это именно берлинская. Мы взяли берлинские на самом деле. Мы же в Берлине. В Берлине, да. Именно было в меню написано берлинская. Вот взяли берлинское. Сейчас будем пробовать, дегустировать. Ну что ж, мясо, мне кажется, вообще разваливается. Прям мясо такое, судя по всему. Давай. Прекрасная. Прекрасная. Ну, вареная рулька, вкусная, нежная такая. Вареная в пиве наверняка. Да, но в пиве на самом деле вареная. И оно прям расслаивается. Расслаивается, да? Тает во рту. Очень хорошо.
Ну, слушайте, вообще красота. Сейчас будем пробовать. Выглядит очень аппетитно. Так, но у меня тоже аппетитно, я тоже хочу попробовать свое. Вот у меня такой попроще, конечно, но, с другой стороны, мне было очень интересно. Я хотела разных сосисок попробовать. Так что сейчас будем дегустировать тоже. Дегустация называется «Фрау с сосисками». Начнем с беленькой маленькой. Как-то мне она интереснее всего выглядит. Давай покрупнее. И мне кажется, знаете, здесь карри-соус. Вот такой кусочек. Ну что, пробуем. Вкусно. Соус не карри, а соус какой-то мясной, приятный. Но мне кажется, вот это вообще, я уже чувствую, что пахнет тмином. Слушайте, капуста вообще огонь. Так, ну что, еще 2 сосиски? Давай еще 2, быстрее пробуй. Я понимаю, что у тебя остывает. Я тоже хочу, кстати, твои попробовать. У нас мало времени. Давай. Это копченая. Вкусная. Как сардельчика. Знаете, самое вкусное вот это маленькая беленькая, как я и предполагала. Так, ну что, приступаем? Давай. Будем кушать? Голодные. Вот этот ресторанчик Унтер ден Линден. Вкусно. Поели на 55 евро. Вдвоем взяли по пиву и по основному блюду. Основные блюда где-то в районе 20 евро. Так, ну а теперь мы идем вот в этот магазинчик сувенирный. Как раз с человечками, которых можно увидеть на светофоре. Вот, смотрите. Ампельман. Вот такие вот человечки здоровские. Зеленый и красный свет. Зайдем вовнутрь. Как раз я хочу купить магнитик. У нас есть уже зеленый магнитик такой, а красного нет. Вот я хочу купить красный. Классные шезлонги, можно отдохнуть. Как раз поели и самое то посидеть, отдохнуть. Так, ну что же, зайдем в этот магазинчик. О, а здесь, кстати, кафе. Здорово. Так, ну что ж, заходим вовнутрь, посмотрим, можно ли там, во-первых, снимать. Ой, там куча светофоров. О, тут прям вообще вот так здорово. Так, ну что, посмотрим, что здесь продается. Очень интересно. Здесь, кстати, конфетки. Смотрите, какие классные. Вот, с такими человечками. Кстати, Харибо. Ой, класс, здесь можно сфоткаться. Можно вовнутрь туда зайти и вот сделать такую фоточку какую-то. Классная, какая милота. Мочалки. Так, а что по ценам-то? Кстати, уточки почти 8 евро. Мочалочки почти 7 евро. Пилочки для ногтей. Вот такой наборчик. Конфеты. Макарончики. И вот формочки для печенек. Вот, смотрите, сколько всего интересного. Даже мыло. Кстати, мыло очень ароматное. Можно вот такой наборчик приобрести кому-нибудь в подарок. Даже трусишки мужские с 15 евро. И полотенца, носочки. Здорово. Мед стоит 8 евро. Почти 8 евро. И вот такой. Вот эти магнитики, которые мы как раз хотели купить. У нас есть вот такой зелененький, и мы взяли себе сейчас такого красненького. Стоит 4,95 евро. А это вот с девочкой, это вот нам сказали в Лейпциге такой. Ну, в общем, мы берем берлинский, потому что мы же в Берлине сейчас. Вот смотрите, сколько здесь всего интересненького. Народ прям покупает, прям корзинками носит, берет. Вот такие вот вещички всякие прикольные. А впереди показалась телебашня, которая находится на Александр-Плац. И мы идем вперед потихонечку туда, в ту сторону, гуляем по городу. Все осматриваем. Здесь мы, кстати, этими местами, этими дорожками мы еще не гуляли, не ходили. Так что, надеюсь, прогулка вам тоже нравится, как и нам. Еще один медведь. Смотрите, какой с евро. С евро под мышкой у нее. Да, у него вот такой вот с сумочкой. Из сумочки у него вылетают деньги. Ну, вообще просто медведь классный. И в трусах у него практически из трусов, как татуировка Бранденбургские ворота. Вот такой вот медведь. Мы, конечно, не удержались и не устояли, чтобы сфотографироваться, а Сережа тут встал и вытаскивает деньги у него из сумочки под мышечку, да. Так, ну что, пошли дальше.
немножко повеселились, идем дальше. Опять нахмурилось небо. Сегодня, я чувствую, будет такой целый день. Вот то солнышко светит, то тучи. И вот смотрите, прямо перед нами вот этот большой шар. На нем можно покататься и осмотреть город с высоты. Примерно билет стоит 30 евро на человека, мне кажется, и кататься 15 минут, я смотрела в интернете. Но сегодня, я так понимаю, что он не работает по каким-то причинам, хотя уже в конце марта должен работать. А смотрите, что я увидела. Там стоят старенькие трабанты, и написано «Траби Волт», мир трабантов. Их можно взять в аренду, насколько я знаю, и покататься по городу. Ну, не знаю, это еще, наверное, удовольствие, но тем, кому это интересно. И вот этот шар уже вблизи. Ну, вот никто не катается, да, наверное, сейчас закрыто. Вообще сегодня полиция, и вот здесь вот полиция стоит, что-то перекрыто. А вот здесь, смотрите, палаточка, известная карри-вюрст. Обычные сосисечки, сарделечки, такие сосиски в соусе карри. Можно сказать, берлинская достопримечательность. И в Берлине настолько это стало популярно, что сейчас это является, можно сказать, берлинской кухней. Конечно, не только, но одно из. Вообще мы в Берлине были уже много-много раз. Но, кстати говоря, вот сюда мы, кстати, ни разу не доходили. А прямо перед нами большая длинная стена. Мы стоим прямо перед топографией террора. Вот смотрите, здесь очень такое тяжелое место. Сейчас зайдем, посмотрим, пока я покажу вам. И здесь самый большой кусок Берлинской стены. Здесь нет, она не расписана, так как из сайт-галеры. Но здесь вот можно ее посмотреть и около нее пройтись. Так что ж, пошли. Буквально пару слов хочу вам сказать о месте, в котором мы сейчас находимся. С 1933 по 1945 год на нынешней территории документального центра топографии террора располагалась штаб-квартира тайной государственной полиции гестапо, гестаповская тюрьма и, начиная с 1939 года, штаб-квартира имперской службы безопасности. Кроме того, штаб-квартира рейхсфюрера СС и службы безопасности СС. В этом мемориальном комплексе организована документальная выставка под открытым небом, которая рассказывает об истории его территории, так как отсюда осуществлялось руководство национал-социалистической политикой уничтожения и преследования. На территории документального центра топографии террора удалось сохранить отрезок Берлинской стены, которую сначала собирались полностью удалить из черты центра города. А с 1990 года фрагмент стены находится под охраной государства, как памятник. Окна, балконы выходят сюда, на эту площадь, с видом на Берлинскую стену. И вот смотрите, как раньше дальше туда проходила стена, как раз разделяя эту часть Берлина и другую часть Берлина, западную и восточную. Как это выглядит сейчас, в 2024 году, вот посреди Берлина стоят остатки этой стены. И, кстати, вот там, смотрите, какой классный голубой мишка с разными флагами. Что-то позитивное на фоне вот этого такого печального, тяжелого вида. Ну, кстати, шар тоже очень позитивно выглядит, поэтому сейчас это все намного приятнее. Вот, а внизу, смотрите, можно посмотреть, почитать вот как раз всю историю. Но мы не пойдем туда вниз, мы пройдемся поверху, я думаю. Вот, смотрите, показываю вам Берлинскую стену. Вот она такой толщины, совсем небольшой. Вот. С одной стороны и с другой стороны. Вот это выглядит так. Вы можете посмотреть, как это было. И вот как разделялся город. Смотрите, флаги висят, развиваются. Кстати, вот это флаг Берлина. Рядом с немецким флагом развивается флаг Берлина, где на белом фоне черный медведь. И наверху тоже флаг Берлина. Это здание – это палата депутатов Берлина. Законодательные собрания Берлина, да. Вот. А напротив, кстати, культурный центр, выставочный центр. Очень красивое здание. Да, памятники без головы. А наверху очень-очень симпатично выглядит. И сбоку, кстати, хорошо выглядело, но я как-то уже прошла, не сняла.
А мы тем временем подходим к Потсдамер-плац. Видите, впереди розовый трубопровод. Вот, идем туда. Итак, мы дошли до Потсдамер-плац. И что мы здесь видим? А видим мы здесь, помимо чудесного розового трубопровода, вот сейчас, смотрите, солнышко немножко отсвечивает, но мы здесь видим первый установленный в континентальной Европе светофор. Вот он, прямо сейчас я его вам показываю. Он был установлен здесь в 1924 году. А дальше мы двигаемся к Сони-центру. Вот прямо вот сейчас отсюда видно немножечко его кусочек. И, кстати говоря, верх сделан в виде горы Фудзияма. Так, ну что ж, идем туда. Сейчас мы попробуем перейти дорогу. Тут вот я такой подземный переход, а мы хотели бы наземным. Сейчас посмотрим. Вот смотрите, сейчас светофор как выглядит. И как, вот, все загорелся красный, мы побежали. И вот первый светофор, про который я только что рассказывала. Вот смотрите, сейчас четверг. Вот такая обстановка в Берлине на Потсдамер-плац. Прям рядом с вокзалом Потсдамер. Вот как раз вот этот вот светофор, первый светофор, установленный в континентальной Европе. Вот выглядит так сейчас. Кстати, изобрели его в Нью-Йорке, а установили здесь в 1924 году. Вот такие познания у меня. Так, ну что ж, а мы направляемся сейчас как раз к Сони-центру. И еще хотела я вам показать аллею звезд. Она мне показалась необычной, интересной. Кстати говоря, в прошлые разы в Берлине мы ездили вот на таком туристическом автобусе. И если не видели наше видео, обязательно посмотрите. Там тоже мы показываем много всего интересного. Например, East Side Gallery. Вот сегодня мы были уже у Берлинской стены, но сегодня мы не пойдем к East Side Gallery, потому что там уже были и хорошо осветили в предыдущем, в прошлом видео. Ссылочка будет в описании. Обязательно посмотрите, тоже интересное, хорошее видео. Были осенью в Берлине, а сейчас весна. То есть вот смотрите. Так, ну что ж, идем смотреть дальше и наслаждаться прекрасным весенним Берлином. Мое внимание привлекли вот эти трубы. Они с зеркалом наверху и отражают плитку. Я подумала сначала, что это вытяжки метро, возможно. Хотя здесь S-Bahn, U-Bahn, я не знаю. Да, есть U-Bahn, мне кажется, тоже тут. Ну вот, что-то такое необычное. Так, ну что ж, пошли туда. Друзья, пришлось нам перебежать дорогу вот здесь, пока был светофор, чуть не нашли пешеходного перехода. Смотрите, что здесь интересно. Это аллея звезд. Смотрите, здесь звездочки разных немецких известных актеров. Но большинство, конечно, мы не знаем. И вот здесь ходишь, смотришь. Вот смотрите, если знаете тех. Я, например, большинство из них не знаю. Я небольшая фанатка немецкого кино. А здесь, кстати, стоит такой указатель, где написаны все, видимо, звезды, и можно писать, где какая звезда, если вы хотите найти вот ту звезду, которую вам интересна. Вот даже часть уже оторвали, ну, что делать? Вот так выглядят звезды, вот так вот стоят актеры, можно посмотреть вот на этих звездочках. Кстати, вот здесь, вот в этом здании, в этом таком кирпичном здании, вверху есть и кафе, и смотровая площадка. Так, а Сережа уже перешел на другую сторону. И машет нам ручкой. Мне очень нравятся вот эти забавные светофорные человечки. Красные, зеленые. Замечательные просто. И вот загорелся зеленый. И тоже, смотрите, какой забавный. Класс. Так, ну что ж. Здесь, кстати, есть музей немецкого кино, немецкого кинематографа. Так, ну что же, а мы пойдем, зайдем, посмотрим Сони-центр немножечко. Хотя бы снаружи. А вот купол как раз Сони-центра. И вот здесь, кстати, здесь очень много немецкой молодежи. Вот, около какого-то ресторанчика. Вот смотрите, какой купол необычный. Здесь как раз вход в музей кино. И здесь много что связано с кинематографом, потому что здесь же проходит в Берлине Берлинский кинофестиваль, известный достаточно. Вот, и смотрите, купол. Сейчас здесь, правда, проводятся какие-то строительные, ремонтные работы. Вот. Ну что ж, мы здесь посмотрели. Мы, кстати, здесь ни разу не были. Мы сюда не заходили. То есть
мы катались и на автобусе, и ходили ногами, но в другой части Берлина, в других местах. Так что сейчас мы здесь вот идем первый раз вместе с вами и показываем вам все как есть. Вот такой медведь приветствует нас при входе в сувенирный магазин. Смотрите, какие носки интересные. 6, почти 7 евро. Ну, качество так вот маленькие копии этих мишек, которые как раз-таки и стоят на улицах Берлина. Смотрите, какие они классные. Ну, ценник-то такой не маленький. Вот 6-сантиметровый стоит 16 евро такой медвежонок. Классный. А вот тоже, смотрите, интересненько. А большие вот уже 79 и 74. Ну и куда же в Германии без кружек пивных? Конечно же, пивные кружки. Ой, и вот это вообще моя любовь. Волшебные шары. Здесь как раз-таки с Бранденбургскими воротами. Вот такие золотые с надписью «Берлин». Чашечки всевозможные. Ну вот смотрите, ценник. Все меня просят сказать, сколько что стоит. Прямо посреди города Берлина. Вот просто такая лужайка зеленая перед домом. Смотрите, какие очаровательные. Я не знаю, по-моему, это мускарики называется. Голубенькие. Здорово. И вот здесь современный домик. Это прям вот рядышком с Сони-центром и с Потсдамер-плац. Так нахмурилась, что, возможно, будет дождь. Хотя дождь сегодня уже не обещали. Дождь был с утра. Но мы уже достаточно на сегодня нагулялись по Берлину. Хотя столица Германии однозначно заслуживает гораздо больше времени для осмотра, чем один неполный день. Но нам предстоит еще дорога домой, и поэтому мы уже заканчиваем нашу весеннюю прогулку по Берлину. И оставляем себе на следующий раз не менее интересные достопримечательности, которых здесь очень много и которые непременно стоит посетить. Всем мира и добра, и до новых встреч в новых городах и странах!